Сетх поднялся на ноги, вне себя от ярости. Он посмотрел на свой наручный компьютер. Огромная трещина проходила поперек, разделяя экран на две части, одна из которых погасла и больше не работала. А тем временем подъемник космолета расстыковался со скалой, и шаттл начал набирать высоту. Аспид в ужасе уставился на свой Оксид. Но как это возможно? Ведь его корабль не мог управляться никем другим, кроме как им самим. Бортовой компьютер работал только после распознания личного кода ДНК Аспида. На экране высветилось окно. Целиком Сетх не смог его прочесть, но ему хватило видимой части, чтобы понять, что синхронизация компьютера Оксида разорвана. Злость переполняла его, затуманивая сознание. Теперь он не имел никакой связи со своим космолетом. Стикс несколько раз пнул ногой первый попавшийся валун на его пути, не представляя, как ему быть дальше. Он остался так далеко от имперских крейсеров, да еще и без личного корабля. «Урод!» – шипел Стикс, ходя по выступу скалы, словно дикое животное в клетке. «Я тебя убью, выпотрошу всего, выверну наизнанку, ты сдохнешь в страшных муках. Я не намерен больше с тобой играть». К утру дождь прекратился, и снова начали подниматься пары в воздух, заволакивая все небо. Злость Аспида поутихла. Все же он где-то глубоко внутри своего сознания был восхищен австрийцем. Он был умен и вел себя как воин, сражаясь и выигрывал в бою. Учитывая то, что он даже не имел приличного оружия, легионеру было интересно охотиться на него. Сетх сидел, прислонившись спиной к массивному валуну, из-за которого ночью и вышел его объект. Аспид долго раздумывал, как лучше поступить. Можно было связаться через сломанный компьютер с Алозием, чтобы его забрали с Кламеи, или попросить помощи у императора. Императорский челнок был куда более маневреннее и быстрее, поэтому на Кламею он сможет прилететь за максимально короткое время. К тому же, обратись он за помощью к элитному отряду, это могло означать конец его охоте, а Сетх не готов был оставить объект без своего внимания. Взвесив все «за» и «против», легионер принял решение в пользу продолжения преследования. «Мой император!» – поприветствовал Аспид Кроноса III. Целиком лица Кроноса видно не было на мониторе из-за большой трещины и отсутствия изображения. «Я слушаю, что случилось?» – спросил Кронос властным, но безэмоциональным тоном. «Была погоня. Австриец. Мой объект. Сложный. Оксид разбит. Я хотел попросить вас бесконечность. Она быстрая, и я смог бы продолжить ликвидацию». Сетх всегда был честным с Кроносом, но все же не стал говорить, что его Оксид был угнан наглым образом, да еще минуя систему безопасности. Император мгновение помолчал, видимо, что-то обдумывая. «Знаешь, что мне нравится в тебе? Ты признаешь свои ошибки и желаешь их исправить. Я пришлю тебе черную бесконечность». Аспид отключился и с грустью уставился куда-то в одну далекую точку над лесом. Он размышлял, сколько по времени будет добираться сюда императорский челнок. В любом случае его подогревала мысль, что он сможет продолжить преследование. Сетх мысленно прикидывал, куда бы мог направиться австриец, какие еще есть планеты и что на этот раз выберет его объект. Эти мысли его увлекали, снова затягивая в азартную игру. Первые 2 дня прошли изнурительно медленно. Аспид продолжал находиться на выступе скалы, тратя свое время впустую, погруженный в созерцание леса внизу и ожидая челнока. В конце 2-го дня левая рука под черной перчаткой начала ныть, и Аспид вспомнил, что он уже как больше суток не принимал лекарства, которые ему выписал Опус. Видимо, нервы в руке начали восстанавливаться, и боль с каждым часом начинала все больше и больше беспокоить Сетха. Еще один дождливый день сменился ночью. Влажность от испарений была очень сильная. Сетх оставался на прежнем месте, спускаться было бы слишком опасно, да и незачем. Он перебрался в небольшую пещеру и устроился за валуном. Между скалой и камнем было расстояние в несколько сантиметров. С этой позиции можно было контролировать ровную площадку выступа в ожидании челнока. К середине ночи веки стали тяжелеть, и постепенно Аспид провалился в сон. Ему даже что-то начало сниться, как вдруг со стороны выступа раздался скрежет.
Он открыл глаза и посмотрел в узкую расщелину между скалой и валуном. В темноте можно было различить очертания странного существа, которое залезало на выступ. Оно было раза в 3 больше австрийской орсы, которая напала на него в ту ночь. Все тело твари, как и его 4 лапы, напоминало поток воды и не имело четких очертаний. Оно как бы струилось и обтекало, снова возвращаясь в размытую форму своего тела. Сетх снял рукоять копья, поднялся на ноги, но выходить из-за валуна не спешил. Существо поднялось полностью на выступ и, открыв широко пасть, начало фильтровать воздух на запахи, при этом издавая очень высокий звук, больше напоминающий на свист. Аспид почувствовал, как даже через шлем начинает закладывать уши. Зверь затих, пригнулся и начал двигаться в его сторону к пещере, готовясь нападать. Сетх раскрыл копье и вышел навстречу, в полной уверенности, что сейчас сожжет тварь. Животное снова пронзительно засвистело и прыгнуло вперед на Аспида, но он отклонился в сторону и ударил копьем в область под передней левой лапой, рассчитывая попасть в сердце и воспламенить монстра. Но, к его удивлению, копье, проткнув водянистое тело, с шипящим звуком погасло и сложилось обратно в рукоять. Сетх недоуменно посмотрел на резной цилиндр, развернул копье в режиме лезвия и приготовился атаковать. Как вдруг жидкая голова твари раздвоилась, и одна из огромных морд попыталась схватить его. Аспид ударил лезвием по одной из лап, но копье снова зашипело и сложилось в рукоять, а существо продолжило деление, и вскоре перед Сетхом оказалось 2 такие твари. Они обошли его с обеих сторон, заключив замкнутый круг. Аспид не собирался сдаваться, но и как биться с этой тварью он не представлял. Достав из кобуры оружие и не сводя глаз с животного, а для этого ему приходилось постоянно поворачиваться, он прицелился в голову одной из тварей и выстрелил из гибридки, переключив ее в режим импульсного генератора. Существо издало пронзительный свист и слегка отступило назад, когда заряд вонзился в ее тело. Но в следующий момент второй зверь с силой ударил легионера по спине, и Сетх почувствовал, как сильно зажгло кожу под броней летного костюма. Боль пронзила тело 1000 иглами, и на глазах выступили слезы. Он резко развернулся и выстрелил еще раз во второго зверя, но тот увернулся и, замахнувшись хвостом, нанес еще один удар, который пришелся на этот раз в грудь. Это чуть не сбило Аспида с ног, а от боли все потемнело в глазах, но все же он остался стоять. «Да что же ты умирать никак не хочешь?» – прошипел он, метясь снова в голову твари. Существа ничего не ответили. Они сблизились друг с другом и слились в одно большое водянистое тело. Потоки переливались в темноте, отражая тусклый свет. Тварь продолжала наступать на Сетха, ведя его к краю обрыва. Легионер прицелился еще раз, выстрелив в голову. Тварь затормозила. Небольшая шаровая молния от выстрела пролетела насквозь. Похоже, что мозг зверя был не в этой части тела. Сильный жгучий ветер обдал Сетха сзади. Легионер поднял голову. В черном небе завис, не глуша турбины и двигатель, корабль. Его крылья светились габаритными огнями серебристого цвета. Это была черная бесконечность, императорский челнок. Аспид выстрелил в голову твари еще раз и еще, стараясь как можно дольше удерживать ее на расстоянии и не дать возможности сделать бросок на него. Подъемник опустился, и Сетх, пятясь и продолжая стрелять в существо, начал подниматься. Люк открылся мгновенно. Легионер, ввалившись вовнутрь и сделав последний выстрел в голову животному, закрыл шлюз. Он еще не мог прийти в себя от встречи с водянистым монстром, но необходимо было скорее взлетать. Тяжело дыша, он быстро направился в каюту управления. «Бесконечность, взлетаем, автопилот!» Отдал приказ бортовому компьютеру легионер после его распознания по ДНК. «Все готово для взлета. Режим автопилота включен», — отозвалась бесконечность и начала набирать высоту. «Задайте координаты». «Давай выйдем на орбиту Коломеи», — дал распоряжение Сетх, после чего отправился осмотреть корабль и, в частности, медицинский блок на наличие обезболивающего. Ему нужен был небольшой перерыв, отдых.
Левая рука очень сильно болела, он даже не мог ей сжимать оружие, а спину и грудь ужасно жгло, как будто там содрали кожу и мясо до самых костей. На императорском крейсере ничто не меняло привычный ход событий, и очередной рабочий день в лаборатории ничем не отличался от всех предыдущих. Гера сидела, увлеченно уткнувшись в монитор, и через тач-панель управляла роботом на соседнем столе, который трудился, собирая еле видный прибор. Это был микрочип для Сетха, который смог бы скрыть ДНК кацидианина и тем самым упростить задачу использования главнокомандующим только определенных капсул. Это было бы очень удобно. Тогда их начальник смог бы пользоваться любым сканером, как тот, который отвечал за его самочувствие и был установлен в его апартаментах. Это устройство просто не работало по причине того, что Сетх не был чистокровным стиксом, но с этим чипом под кожей все приборы на корабле стали бы доступны в использовании. Давным-давно доктор Ири смог встроить его личный код в систему безопасности, и ни у кого вопросов не возникало, но вот новые приборы, разработанные отделом Атия, не распознавали его ДНК. Опус же, как целую неделю, был погружен в изучение уничтоженной планеты Астры. Он много поднял материалов, в том числе и секретных, обойдя код доступа в системах. Он периодически отвлекался от монитора, поворачивался к Гере и начинал рассказывать информацию, которую узнал. Опус хотел связаться с Сетхом, чтобы и ему поведать об Астре, но решил не отвлекать от работы. К тому же, зачем легионеру все эти знания? Ведь все равно зачистку не остановить. Вдруг поступил вызов с черной бесконечности. Опус удивленно уставился в монитор, а затем покосился на напарницу. Нас вызывает императорский чернок, Гера. Она тут же оторвалась от сборки чипа и подошла к Опусу. «И что понадобилось императору?» – удивилась Гера. Сейчас узнаем. И Опус принял вызов. На мониторе появился Аспид. Ученые были сильно удивлены и даже ничего не сказали, просто молча смотрели на изображение своего начальника и друга. Опус, Гера, мне нужна ваша помощь. – произнес Аспид. Он был без шлема, лицо осунувшееся, словно он сильно и давно болел какой-то неизлечимой болезнью. «Ваше императорское величество, что случилось? Вас не узнать!» Шуткой поприветствовала его Гера. Опус метнул на нее строгий взгляд, а Сетх не отреагировал на это и на удивление спокойно продолжил. Я упустил астрийца, ему опять помогла Орса. Оксид потерпел крушение, и я на этой планете, Коломеи, находился 3 суток в ожидании бесконечности. Император выслал за тобой? Уточнил Опус. Да, прислал свой челнок. Я могу им управлять, но весь медицинский блок, а именно капсула, для меня закрыта. Все же я смог найти обезболивающие препараты. Что с тобой? С явным волнением в голосе поинтересовалась Гера. Рука. Она ужасно болит, еще небольшое ранение в бедро. Опус довольно улыбнулся. Нервы восстанавливаются, Произнес он с гордостью, а потом понял, что его улыбка неуместна, и снова сделал серьезное лицо. И меня дважды ударила хвостом какая-то гадость, состоящая из воды. Жжет ужасно спину и грудь. Продолжал Аспид. Опус развернулся к другому монитору и начал искать информацию по фауне Коломеи и загадочного водянистого зверя.
Легионер ждал, а на его лице читалась боль и усталость. Опус вернулся обратно. Поздравляю, тебя ужалила гидра. Очень редкое существо на Кламии, но ты каким-то чудом ее нашел. Видимо, мне несказанно везет, Подытожил Аспид. Проблема в том, что гидра очень ядовитая. Тебе бы вернуться к нам на императорский крейсер. Сообщил Опус, слабо надеясь на то, что Сетх согласится на это, и добавил. Или же мы тебя потеряем. Можно мне увидеть ожоги? Сетх завозился по ту сторону экрана, расстегивая броню и снимая летный костюм. Потом задрал верхнюю часть черной термоодежды и покрутился перед монитором голым торсом. Красные полосы молнии расходились по его спине и груди от тех мест, в которые пришелся удар гидры. Опус покачал головой. Обычно яд убивает сразу, но в твоем случае тебе помог твой панцирь. Но все же с электрическим разрядом эта тварь смогла впустить в тебя яд. Я не могу сказать, сколько тебе осталось. Останови свое преследование и вернись на императорский лайнер. Сетх, я не могу тебе приказывать, но в данном случае я приказываю тебе. Опус говорил это с напором, расставляя акценты на нужные слова и надеясь максимально донести до легионера опасность сложившейся ситуации для его жизни. Экран погас, Аспид отключился, не желая слушать продолжение этой импульсивной речи, а Опус и Гера так и остались стоять перед темным монитором. «Я так понимаю, что он решил умереть», – с трудом сдерживая злость и досаду прошипела Гера. Как его заставить вернуться? Опус был сильно озадачен и расстроен. Он долго еще смотрел на погасший экран, не в силах сдвинуться с места, как будто боялся пропустить что-то важное, и смутно надеясь, что Сетх одумается и повторно свяжется с ними, но этого не произошло. Весь оставшийся день в лаборатории они провели в размышлениях, сможет ли Сетх успеть вернуться. Опус погрузился в поиски данных о яде гидры и нашел их в базе одной из биологических компаний, находившихся на Люме. Он предположил, рассчитав приблизительную силу действия яда и плотность летного доспеха, что Сетх может умереть по исходу 2 недель. За это время он сильно надеялся, что Аспид завершит операцию и успеет вернуться на крейсер. В конце дня доктор попрощался с напарницей и отправился в комнату отдыха, а Гера осталась в лаборатории. Она была сильно расстроена событиями этого дня. Ей совершенно не был понятен упертый характер Аспида, из-за чего главнокомандующий порой действовал себе в ущерб. Она не хотела, чтобы он умер, по нескольким причинам. Первое – это было то, что они с Опусом перейдут в подчинение Ате, на чем и закончится ее изобретательская деятельность. Вторая причина – Гера ненавидела главного доктора технологий. Ну и третий было то, что ей нравился Аспид. Ей нравилось работать на него и заниматься разработками для его обеспечения. Просидев еще несколько часов в лаборатории и поймав себя на том, что ее глаза начинают уже слипаться, Гера решила отправиться отдыхать. Девушка поднялась со своего кресла и потянулась. Затем выключила оборудование и отправилась к выходу из лаборатории. В коридоре было темно, и никого из сотрудников отдела технологий не было. Она не спеша, погруженная в свои мысли, шла мимо огромных обзорных окон, за которыми виднелись новенькие капсулы, проходящие тестирование. Усталость навалилась на нее так внезапно, что она ничего не видела вокруг себя и просто брела, прокручивая все детали прошедшего дня. Гера думала о создании Сетха, проклиная отца Опуса в том, что он не заложил главнокомандующему хоть малую долю инстинкта самосохранения. Да, он был идеальной машиной, выполняющей безоговорочно приказы императора, отличным бойцом, хитрым и умным, но не имея чувства вовремя спасти свою шкуру, все эти качества можно было перечеркнуть и выкинуть в далекий космос. Сколько раз она и Опус вытаскивали Аспида с того света, но этот раз ей казался совершенно безнадежным. Он просто не хотел возвращаться туда, где ему могли помочь. Мало того, он даже не хотел слушать ничего о том, что могло бы его спасти. Неужели вся эта охота на астрийца стоит жизни? Размышляя обо всем этом и чуть ли не доводя себя до слез, Гера совсем не заметила, как за ее спиной возник главный доктор технологий. «Как всегда, засиделась за работой, Гера?» Раздался противный голос со скрипучим оттенком.
Гера вздрогнула от неожиданности и повернулась. Бледная, всклокоченная тень с хитрыми прищуренными глазами смотрела на нее. «Доктор Атий, добрый вечер», – произнесла она, еле вымолвив слова. Гера всегда чувствовала дискомфорт в его присутствии, и ее пугала как его внешность, так и загадочность поступков. В сравнении с ним Сетх казался менее страшным. Он был честен и никогда не насмехался над ее необычным чувством юмора в отношении собственной персоны. Но Ати вызывал у нее ужас. Любое нарушение в его отделе, и он быстро докладывал императору, а его персонал периодически менялся, так что Ати приглашал новых сотрудников с других крейсеров. Это заставляло Геру тревожиться, и она была благодарна за то, что в свое время смогла попасть в маленький отдел доктора Опуса. А тем временем Ати приближался все ближе и ближе. Гера попятилась назад, удивленно уставившись на него. Доктор вел себя странно, и она даже не знала, что от него ожидать. «Да, я задержалась сегодня в лаборатории. Дел много», – взволнованно произнесла она, продолжая пятиться, как вдруг ее спина уперлась в прохладную дверь отсека. Склокоченная, сутулая тень подошла вплотную, из его рукава сверкнуло что-то небольшое и с силой уперлось в живот Гере. Она опустила глаза и посмотрела вниз. Это была резная рукоять цилиндрической формы, которую девушка очень хорошо знала и видела сотни раз на поясе Сетха. Гера вопросительно посмотрела на Атия, но тот не понял ее взгляда и, зловеще улыбаясь, продолжил. Черная бесконечность. Вчера с императорского крейсера вылетел самый совершенный и быстрый челнок во всех 7 галактиках. Черная бесконечность. Смею предположить, ты что-то об этом знаешь. Гера судорожно сглотнула. У тебя нет времени размышлять. Говори. Прокрякал доктор и толкнул ее рукоятью, напоминая, что она все еще под прицелом. В мою лабораторию и без фокусов. Гера сконфуженно отлипла от прохладной двери шлюза и осторожно двинулась в сторону лаборатории доктора Атия. От сильного испуга в ее голове проносились мысли с безумной скоростью, но ни одной, которая бы помогла ей выкрутиться из весьма неприятной ситуации. Атий шел позади, держа в когтистых руках резной цилиндр раздвижного копья Сетха, направляя его в Геру. У входа в лабораторию он обогнул ее и открыл шлюз. «Заходи, моя дорогая», – слишком приторно произнес Атий, что Гере стало не по себе. Мысли постепенно входили в спокойное русло, и она начинала прокручивать в голове, как можно сбежать, а доктор тем временем направил ее к сдвоенной капсуле в центре лаборатории. Обе капсулы были открыты и светились тусклым желтоватым светом изнутри. Так вот он чем тут занимается, разрабатывает какую-то системную взаимосвязь между капсулами. Пронеслось в голове у Геры. Она повернулась к доктору и посмотрела снизу вверх на худого и бледного Атия. Он, казалось, аж светился белым светом в темноте лаборатории, а его черные глаза лихорадочно блестели. «Говори, что ты знаешь, иначе я убью тебя!» Злобно и без единого намека на недавнюю приторность произнес Атий. Ну вот, теперь ее грозятся убить. Странно, но Гера почему-то не поверила этим словам. Видимо, она успела привыкнуть к слову «убью», которое так часто использовал Аспид. Но сердце все же пойманной птицей билось в панике, грозя выпрыгнуть наружу. «Я ничего не знаю про бесконечность», – выпалила она. «Я не верю тебе. Я знаю, что это связано с Сетхом. Видишь эту капсулу? Обойди и загляни во вторую ее половину». Доктор подтолкнул ее вперед. Гера неуверенно сдвинулась с места, не зная, что ожидать ей от увиденного и хочет ли она вообще в нее заглядывать. Но выбора не было, а решительность Атия говорила о том, что если она откажется, он насильно ее заставит посмотреть в капсулу. Гера подошла, осторожно заглянула вовнутрь и тут же отпрянула назад, вскрикнув от неожиданности. Во второй части капсулы лежало высушенное коричневое тело, лишенное глаз и с выдающимися костями черепа, обтянутыми сухой кожей.
Контур скул был настолько выразителен, что напоминал две безжизненные вершины холмов, покрытых тончайшей и почти невидимой пленкой. Казалось, что при касании пальцев кожа могла бы осыпаться на внутреннюю обшивку капсулы. Тьма гнездилась в пустых глазницах, внутри которых скрывались тайны произошедшего здесь. Тело было одето в бордовый мундир с черными пуговицами и лацканами. Без сомнения, это был кто-то из сотрудников отдела Атия. Но теперь, даже при большом желании, установить личность этой мумии было бы невозможно. Гера в ужасе метнулась в сторону шлюза, чтобы вырваться из лаборатории Атии, но доктор схватил ее за черные блестящие волосы и развернул обратно к капсуле с обезображенным трупом. Я сделаю то же самое и с тобой. Никто никогда не узнает, куда ты пропала. Говори все, что знаешь. Плюясь слюной, прокричал доктор ей прямо в ухо. Другая его рука по-прежнему сжимала рукоять копья. Гера зажмурила глаза, чувствуя, как по щекам побежали горячие слезы. Она цеплялась за остатки здравомыслия, пытаясь найти в себе хоть каплю хладнокровия и удержать опору под ногами. Но чем дольше Гера находилась в этом капкане, тем больше было желание быстрее выбраться и покинуть лабораторию Атия. Может, она все же была слабой, потому что в следующее мгновение Гера сдалась. «Хорошо, хорошо, я расскажу, но вы меня отпустите», – дрожащим голосом пролепетала она. Мрачная лаборатория начинала плыть с желто-черными пятнами перед глазами. Девушка судорожно всхлипывала, а Атий немного смягчился, но отпускать ее не был намерен. Отпущу, как только буду все знать. «Бесконечность вызвана для Сетха», – Я так и знал. Что случилось? продолжал допытываться Атий. Его оксид потерпел крушение на Кламее. Почему Аспид не смог справиться с заданием? Рассказывай. Доктор подтолкнул ее еще ближе к капсуле с ужасной мумией Стикса, заставляя ее склониться вниз, чуть ли не касаясь лицом уродца. Слезы капали на то, что когда-то было лицом, тут же впитываясь в сухую ржавую кожу, оставляя темные влажные пятна соленоватой влаги. У объекта австрийская Орса, которая помогает ему. Орса? – прошипел доктор Ати и слегка ослабил хватку. Гера в этот момент с силой ударила тяжелым ботинком по ноге доктора. Тот пошатнулся, а она смогла вырваться и побежать к шлюзу. Ати ринулся за ней, раскрывая копье и метясь ей в спину. Я не отпускал тебя. Голос был надтреснутым, словно скрипучая ветка, грозящаяся вот-вот обломаться от сильного порыва ветра. Девушка раскрыла шлюз и выскочила в коридор в тот самый момент, когда копье вонзилось ей в спину. Она вскрикнула от неожиданности и резкой боли, которая прошлась по всему ее телу, но оборачиваться не стала. Гера ударила пятерней по кнопке закрытия лаборатории доктора Атия и, превозмогая боль, правой рукой попробовала вытащить копье из спины. В глазах потемнело, ей даже показалось, что сейчас она потеряет сознание. Копье со страшным грохотом упало на металлический пол коридора, а Гера, держась за стену, поспешила в свою лабораторию. Она не оглядывалась назад, боясь увидеть приближающегося Атия. Она чувствовала, что он не оставит ее. За спиной раздался звук открывающегося шлюза и тяжелые ковыляющие шаги доктора. Гера, едва сохраняя сознание, направилась к лаборатории Опуса. Только там она могла бы скрыться от Атия, активировав кодовый замок. Боль от нанесенного ранения сковывала движение, делая каждый вдох болезненно разрывающим легкие. Шаги приближались. Она была готова к тому, что Ати метнет копье в нее еще раз, но этого не произошло. Девушка со страхом обернулась. Копья в руках Атия больше не было. Теперь он сжимал ликвидатор и быстро приближался. Гера собрала все свои оставшиеся силы и, словно раненая птичка, хватаясь руками за стену, чуть ли не падая, побежала к шлюзу. Доктор технологии был совсем близко и, выставив вперед руку с ликвидатором, двигался за ней. Гера открыла шлюз в лабораторию и ввалилась вовнутрь, в темноту помещения, тут же введя код для закрытия. Шлюз закрылся перед самым носом Атия. Она услышала недовольный крик сожаления за закрытой дверью. Почти теряя сознание, цепляясь за все, что встречалось ей на пути, чтобы удержать равновесие, Гера с большим трудом пересекла лабораторию Опуса. Вот и капсула. Она была открыта, и нужно было только перемахнуть через ее край и лечь вовнутрь. Но это оказалось очень сложно. Гера издала крик боли.
перекидываясь через борт, и упала на спину. Еще одна вспышка боли прокатилась по грудной клетке, отдаваясь острыми покалыванием в шее и кончиках пальцев. Все хорошо, она сможет восстановиться. Датчики внутри капсулы распознали объект, и она сработала на закрытие. Эта капсула старой разработки требовала участия второго сотрудника и запускалась через компьютер Опуса, поэтому начать восстановление, находясь внутри, было невозможно. Единственное, что она могла сделать, это погрузить себя в глубокий сон и ввести в кому. В таком режиме капсула позволяла заморозить критическое состояние тела и поддерживать его в этом состоянии до прихода Опуса. В глазах все поплыло, а боль стала не такая сильная. Гера погружалась в сон, надеясь на скорейшее восстановление и приход ее напарника. В голове пронеслась мысль, что она вроде не разболтала Атию всю информацию, касающуюся Сетха, а значит, она молодец. Но в ее погружающемся в сон сознании все же пульсировал один и тот же вопрос, на который она не могла никак найти ответа. Что у Ати делало копье Сетха и почему оно не испепелило ее?